Здравствуйте, канал Masters of Body вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска – спортивное питание. По многочисленным просьбам, запросам наших зрителей, подписчиков, мы хотим вам немного рассказать, провести, так сказать, небольшой ликбез о том, что такое спортивное питание, на какие группы его условно можно поделить, предназначение, цели, некоторые заблуждения и, естественно, преимущества. Поехали! Итак, дорогие друзья, для удобства понимания, что же такое спортпит, попытаемся условно разделить его на несколько групп товаров. Первая, самая обширная, это, так мы назвали ее, строительные материалы наши. То есть сюда входит протеин, естественно, он может быть нескольких видов, о чем в дальнейшем расскажем. Дальше гейнеры, то же самое объясним, что это такое, куда. Аминокислоты разных форм выпусков. И также сюда можно причислить протеиновые батончики, также они есть злаковые батончики, они есть углеводные батончики. В общем, это тоже своего рода питание, можно отнести его к группе строительных материалов. Так, следующая группа товара – это стимуляторы, так называемые. Это добавки, которые повышают силовые показатели во время тренировки, благодаря своим особенностям. И после повышения силовых показателей и улучшения силовой тренировки вы сможете больше усвоить первую группу товара, то есть белка, строительных материалов. И начнем с креатина. Креатин в первую очередь влияет на улучшение гидролизации мышечной клетки, то есть наполнение ее водой. В свою очередь клетка становится сильнее мышечная, появляется больше силовой работы, улучшается метаболизм, и вы сможете больше усвоить строительного материала белка. Следующая, я скажу, это трибулус. Следующая добавка – это трибулус. Повышает собственный тестостерон, отсюда силовые показатели, выносливость и улучшает обменные процессы. Из-за этого, получается, вы лучше усваиваете строительный белок, то бишь протеин. Следующая добавка – ЗМА, кальций, цинк, магний. Повышение иммунитета, также силовых показателей, также улучшение собственного тестостерона, для кровоснабжения мышцы сердца. И за счет этого тоже выносливость и сила. Еще одна группа товаров, на которую мы поделили наше спортивное питание, это так называемые предтренировочные добавки. Одна из них, на мой взгляд, самая главная, почитаем, это L-карнитин. К сожалению, показать сейчас не можем, не было в наличии. Сейчас сезон, лето, и его очень хорошо разбирают. L-карнитин – это одна из аминокислот, которые влияют на процесс жиросжигания, поэтому в данный момент летом он самый популярный. Принимается перед тренировкой, называется предтренировочная добавка, и улучшает процесс жиросжигания. Следующая, Андрей, расскажи. Следующая добавка – это предтренинг, так называемый. Его принимают тоже перед тренировкой. Они бывают разные. В состав его входят такие компоненты, которые улучшают выносливость, дают силу, энергию и хорошее кровоснабжение в мышцу сердца и в мышцы. В целом. Андрей, а что такое аргинин, лизин? Это что-то похожее, да? Да, это бустер, добавочка, которая стимулирует тоже выброс большого количества крови в мышцу сердца и дает выносливость и хороший так называемый памп. То есть ваши мышцы будут в 2 раза наливаться лучше и быстрее во время тренировочного процесса. То есть, если подытожить такую группу товаров, можно сказать, что эти предтренировочные добавки улучшают качественно налив мышечных групп, улучшают работу центральной нервной системы для более энергичного тренинга. То есть своим родом стимулируют вашу работу. Тем самым этот стимулятор будет больше задействовать и стимуляторов силовых, и, естественно, приведет к большему усвоению строительного материала. Сделает вашу тренировку более энергичной и веселой. И еще одна, на наш взгляд, очень немаловажная группа товаров. В последнее время в мире спортпита она называется, так сказать, Health Line, то есть линия здоровья. Возможно, она напрямую не влияет на улучшение пампинга или на повышение силовых показателей, но она непосредственно влияет на состояние вашего здоровья, что в свою очередь является основополагающим фактором для дальнейших успехов в тренировке. Итак, первое – это витамины, комплексные витамины ежедневные, которые мы принимаем, как правило, в период активности, осень, зима, весна.
дабы избежать авитаминоза. Это поддерживает состояние вашей иммунной системы. Например, в такой баночке, как любая Daily формула любого производителя, как правило, входят все необходимые витамины, которые составляют дневную норму. Далее, очень важный препарат – это так называемый хондропротектор, то есть вещества, которые восстанавливают и укрепляют вашу хрящевую и суставную ткань. Естественно, в мире железа без крепких суставов вам никуда, и это очень важный компонент в линии здоровья. Дальше сюда же можно добавить к суставам это коллаген, нынче очень популярный, его используют как женщины, так и мужчины, точно так же для суставных. И еще одна добавка, вот мой товарищ очень любит. Да, это глютамин. Глютамин восстанавливает ваш организм после тяжелой физической нагрузки, а также улучшает работу внутренних органов. Хорошо влияет на почки, печень и нервную систему. Все эти группы товаров разделяются по форме выпуска. То есть у нас порошковые виды, есть таблетированные, капсулированные и жидкие. К сожалению, они у нас не представлены в нашей скромной витрине, но они также есть. В чем разница? Значит, жидкая форма, как правило, она используется аминокислоты, есть жидкие, есть L-карнитин, также жидкий, есть даже алкалин, жидкий креатин. Тоже. Естественно, они самые дорогие, но они быстрее всего усваиваются, и, как правило, у них самый высокий КПД усвоения, поэтому они самые дорогие. Следующее – это капсулированная форма выпуска, желатиновые капсулы, более усваиваемый, так сказать, порошок в них, она идет на втором месте и тоже является очень полезной, ценной. И есть просто порошковая. Например, большинство протеинов, гейнеров, аминокислот сейчас именно используются в порошковой форме, разводятся как молоком, так водой, где-то пишут у вас your favorite drinks, то есть ваш любимый напиток, и, естественно, получается вкусненько и также быстро усваивается. Вот аминокислоты есть таблетированные, их, как правило, используют бодибилдеры серьезного уровня, потому как брать жидкие это дорого, а потребляют ребята их в большом количестве, и это самая недорогая форма, то есть на наборе, на массонаборе это очень-очень все работает. И большинство вопросов, которые нам задают и присылают по поводу спортивного питания, как его употреблять, сколько его пить, можно ли заменить обычное питание, но наше мнение остается неизменным. Прежде всего, это сбалансированное питание, правильное питание основное. А вот все спортивные добавки – это дополнение к вашему основному питанию. Не путайте. И это большой стереотип, что многие думают, что добавками можно заменить основное питание. К сожалению, это не так. Когда вы сбалансируете свое основное питание и подключите эти все спортивные добавки, вы получите 100% результат. Так, друзья, можем подвести небольшой итог нашего краткого ликбеза по спортивному питанию. Значит, первое. Это не есть заменитель питания полноценный. То есть в первую очередь это ваше сбалансированное, качественное, экологически чистое, какое хотите, питание правильное. Это самое главное. Второе. Ни в коем случае не злоупотребляйте спортивным питанием без рекомендаций доктора. Желательно посоветоваться с доктором, либо, дай бог, если у вас опытный тренер. Третье. Не злоупотребляйте препаратами, которые чересчур стимулируют вашу нервную систему. Не злоупотребляйте, не перебарщивайте. И четвертое. Хочется поблагодарить спонсора нашего ликбеза, компанию Power Zone, лидера оптовых продаж на Украине, качественных продуктов, которых мы знаем уже давно. Спасибо им за предоставленную витрину. И, конечно же, поблагодарить спортивный клуб Orange за предоставленную возможность поговорить с вами, побыть с вами на его территории. С вами был канал Masters of Body, мои товарищи Андрей Шарапов, Дмитрий Журавлев. Я надеюсь, и мы все надеемся, что вам зайдет эта информация. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте колокольчики и не забывайте подписываться.